Добрый день, дорогие друзья! В Советском Союзе эксперименты с магнитной записью активно начались в 30-х годах минувшего столетия. Единичные экземпляры катушечных магнитофонов были произведены накануне войны, однако единственным их предназначением было спецприменение. Первая же серийная аппаратура данного класса появилась ориентировочно в 1942 году, но настоящего рассвета катушечные магнитофоны Hi-Fi класса достигли в середине 70-х, начале 80-х годов прошлого века. И именно о наиболее выдающихся представителях данного семейства мы с вами и поговорим в ближайшие несколько минут. Ну что ж, дорогие друзья, запасаемся хорошим настроением и мы начинаем. И начать я предлагаю с замечательного магнитофона Illich 110 Stereo. Данная модель производилась с 1985 года Волжским электромеханическим заводом. Магнитофон производился с тремя моторами с электронным управлением и прямым приводом ведущего вала. Был оборудован системой шумоподавления, стеклоферритовыми головками и встроенным усилителем мощностью по 15 Вт на каждый канал. Помимо всего прочего, данная модель обладала возможностью выполнения трюковых записей путем смешивания сигналов со входа микрофона и любого другого линейного входа. Кроме того, магнитофон предполагал возможность дистанционного управления режимами перемотка, воспроизведения и остановка. Продолжим же наши воспоминания знаменитым магнитофоном Маяк 001 Stereo, который производился киевским заводом Маяк с 1973 года. Это была достаточно серьезная машина с двумя режимами скорости, а также дистанционным управлением всеми режимами работы лентопротяжного механизма. Магнитофон имел возможность многократной перезаписи с одной дорожки на другую с наложением новой записи на уже имеющуюся, а наличие счетчика метража ленты и автостопа значительно расширяли возможности данного аппарата. Не можем мы оставить без внимания и знаменитую электронику 004 Stereo. Данный аппарат производился с 1983 года Фрязинским заводом Рени. Модель поддерживала четырехдорожечные записи, имела две рабочие скорости, а также встроенный усилитель для наушников. Данная модель стала настолько популярной, что позднее начала выпускаться еще двумя заводами – Киевским заводом «Генератор» и Саратовским экспериментальным заводом прецизионного оборудования, которые выпускали аналогичные магнитофоны-приставки с названиями Электроника 004К и Электроника 004С. Отдельного внимания, конечно же, заслуживает стереофонический магнитофон Олимп 004. Данный магнитофон высшего класса сложности выпускался с 1985 года Кировским электромашиностроительным производственным объединением. В магнитофоне приставки Олимп 004 Stereo применялся лентопротяжный механизм с прямым приводом вала и электронно-логическим управлением режимами работы. Имелся автостоп при окончании ленты на катушке, устройство автоматической стабилизации при натяжении ленты, а также электронной стабилизации частоты вращения ведущего двигателя, электронный счетчик расхода магнитной ленты с автопоиском по паузам в фонограммах. В дальнейшем модель получила ряд доработок и была трансформирована в катушечный магнитофон Олимп 005, а позже Олимп 007. На базе которого был создан легендарный аппарат под индексом Олимп 700, настоящая лебединая песня советской хай-фай промышленности. И закончить наши сегодняшние воспоминания я предлагаю замечательным и безумно редким магнитофоном-приставкой Nota 101. Данный катушечный магнитофон первой группы сложности начал разрабатываться Новосибирским производственным объединением «Луч» еще в 1981 году. Nota 101 Stereo была построена по принципу блочного конструирования. Данный магнитофон состоял из трех блоков. Два блока относились к самой приставке, третьим блоком являлся предварительный усилитель звуковой частоты. Магнитофон-приставка был снабжен индикатором пиковых значений записываемого и воспроизводимого сигнала, отключаемой системой шумопонижения, автоматической регулировкой скорости протяжки и натяжения магнитной ленты. И хоть определенная группа скептиков и утверждает, что судьба данного магнитофона закончилась, так и не начавшись в 1982 году на уровне создания всего лишь макета данной модели, тем не менее, в
1986 году реально была выпущена опытная партия из 40 данных магнитофонов для проведения технических испытаний, после которых НПО «Луч» выпустила 10 полностью готовых к использованию магнитофонов приставок Note 101. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний небольшой экскурс в прошлое, и вы готовы поблагодарить наш канал лайками под данным видео и, конечно же, приятными комментариями. И, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, впереди будет много всего интересного. Хороших вам дней!